Последние дни в некоторых районах Москвы и Московской области участились случаи пропажи людей. Сейчас стал известным конкретный источник этих исчезновений. Ответственность за них на себя взяла группировка под названием «Гексагон». Как вы могли узнать из региональных новостей, «Гексагон» занимается похищением людей, проводит на них хирургические манипуляции, которые сложно описать простым языком, и возвращает жертв обратно в жилые районы ради устрашения граждан. Мотивы неизвестны до сих пор. МВД России бросило все силы на поиск похитителей. При этом помните, вклад каждого гражданина поможет избежать лишних столкновений с преступниками. Соблюдайте 3 простых правила, которые помогут вам избежать похищения. Первое. В темное время суток передвигайтесь в компании не менее 2 человек. Эти люди запомнят вас. Второе. Тактика преступной группировки связана с похищением людей в открытых местах. Передвигайтесь неочевидным путем через дворы и переулки, где реже всего происходят эти преступления. Третье. В темное время суток сообщайте близким, куда и откуда вы направляетесь, чтобы вас было проще найти. Если вас поймали, выполняйте требования преступников. Ваша жизнь важнее ценных вещей. Если у вас появилась возможность безопасно отправить сообщение спасателям, сделайте это как можно скорее по номеру 101. Будьте бдительны. Жители города Королёв. МЧС России и администрации города Королёв призывает вас к особой бдительности. Территория нашего города подверглась действию неизвестной природной аномалии, которая влияет на многих проживающих в городе, и, вероятно, именно она провоцирует регулярные пропажи жителей. МЧС России считает, в трудную минуту вы имеете право знать о ситуации в городе. Все, кто подвергается действию этой аномалии, исчезают. Далее мы будем называть их прохожими, делятся на 2 типа. Оба типа, по сообщениям свидетелей, исчезают без явных на то причин. Не были зафиксированы причины для побега или же общие характеристика, по которой их могли бы похищать. Прохожие типа А возвращаются через 2-3 дня. На их теле с небольшим шансом могут обнаруживаться ссадины, синяки и прочие несерьезные ранения. Они заживают, как любые другие раны. Сразу после возвращения и обнаружения 90% прохожих типа А рассказывают о ненастоящих, никогда не случавшихся исторических событиях, такие как Третья русско-японская война, возведение Дворца Советов или открытие мавзолея Сталина. МВД России предупреждает, это массовая галлюцинация. Не придавайте этому значения. В течение дня рассудок бывшего прохожего должен проясниться, и он сможет без проблем встроиться в общество. Прохожие типа Б, как правило, отсутствуют 5-7 дней. Если вы не узнаете лицо, голос, телосложение, мимику, количество частей тела,
жестикуляцию, боль, уровень интеллекта близкого человека. К сожалению, больше это не близкий вам человек. Он подлежит нейтрализации. Следующие демонстрации поможет понять, как распознать прохожих типа Б. Если у вас есть возможность покинуть Королев на неопределенный срок, пока МЧС России не урегулирует эту ситуацию, сделайте это как можно скорее, ради вашего же блага.